Посреди хвойных и смешанных лесов Северной Америки обитают чудесные жители деревьев. Эти маленькие, шустрые и хвостатые красавицы словно созданы для того, чтобы украшать природу. Фотографы из разных уголков планеты отправляются сюда, чтобы запечатлеть этих удивительных зверьков, которых трудно заметить, когда они прячутся среди веток. Встречайте, красная белка. Красная белка – это вид североамериканских грызунов из семейства беличьих. Часто их называют американскими красными белками, так как они водятся на территории Северной Америки. Также она известна под различными названиями, как сосновая белка или же бурундуковая. Большую часть жизни проводит на деревьях, превосходно лазая и прыгая с ветки на ветку. Многие туристы могут часами наблюдать за этими милыми созданиями, любуясь их красотой и грацией, а также слушать их прекрасное пение. Ведь звуки, которые они издают, общаясь между собой, напоминают чириканье птиц. Основной ареал обитания красной белки охватывает большую часть Канады и прилегающие острова, а также южные районы Аляски и северную половину восточной части США. Они населяют различные лесистые местности, в том числе хвойные, лиственные и смешанные леса. Также их можно встретить в пригородных районах, где имеются древесные насаждения. Многие из них облюбовали городские парки и приспособились к существованию в черте городов. У этих зверьков нет проблем с численностью, однако в штате Аризона значительно уменьшилась популяция, и красная белка была занесена в список исчезающих видов. Главное отличие красных белок от других – это их небольшой размер тела, имеющий длину от 19 до 23 см. Также они имеют большой и красивый пушистый хвост, длина которого почти равна длине их тела и составляет от 15 до 20 см. Окрас шерсти красной белки меняется в зависимости от времени года и местоположения. Существует несколько разновидностей окраса шерсти от светло-красного до темно-коричневого. Зимой шерсть приобретает более темный и контрастный оттенок. Вдоль спины появляется темноватая полоса. Такой окрас шерсти служит хорошим камуфляжем и прекрасно сливается с пейзажем, будь то на земле или на деревьях. Мех на животе белый или кремовый. Линька происходит весной и осенью. Вокруг черных глаз мех всегда светлее. У красных белок иногда наблюдаются слабовыраженные кисточки на ушах, которые очень подвижны при малейшем звуке. Масса их тела колеблется от 250 до 340 грамм. Самцы и самки имеют одинаковый размер. В ротовой полости имеется 20 зубов. Большую часть времени красная белка проводит в кроне деревьев высоко над землей. Они хорошо лазают по ветвям и легко прыгают на 3-4 метра. Густой и мускулистый хвост служит отличным балансиром при передвижении и рулем во время прыжков. На щеках и на голенях передних конечностей расположены чувствительные волоски, обеспечивающие дополнительную ориентацию в пространстве. Животное обладает отличным зрением, слухом и обонянием. Американские красные белки – дневные животные, ведущие одиночный образ жизни. Они не впадают в зимнюю спячку и активны круглый год. Наибольшую активность белки проявляют ранним утром и после полудня. Свое гнездо красная белка строит из веток на ветвях деревьев, располагаясь на высоте не менее 6 метров. Внутри выстилает его травой или мхом для комфорта. Одна белка может построить несколько гнезд большого диаметра 50 см. Иногда гнездо белки может быть ошибочно принято за гнездо крупной птицы, потому что оно сделано из веток и листьев, однако отверстие чаще расположено внизу.
Свое гнездо белки размещают в старых дуплах дятлов, древесных пустотах или других мелких расщелинах. На севере ареала зимуют красные белки в подземной системе тоннелей, спасаясь от мороза. Длинный и пушистый хвост всегда согревает ее во время сна. Белки общаются друг с другом с помощью различных звуков и запахов. Пронзительный писк, присущий красной белке при обозначении его пределов своей территории, является одним из характерных звуков, которые можно услышать в лесах Северной Америки. Они также используют свои хвосты в качестве сигнального устройства, подергивая им, когда им неудобно, чтобы предупредить других белок о потенциальной опасности. Красные белки питаются в основном семенами хвойных шишек, но иногда включают в свой рацион и другие продукты питания, такие как желуди, ягоды, орехи, каштаны и грибы. Найденные грибы белки обычно помещают в расщелинах деревьев, либо накалывают на веточки и дожидаются, когда грибы подсохнут, а уже после этого едят их. Они едят многие виды грибов, в том числе и те, которые несъедобны для человека. Юркие грызуны ловко разоряют птичьи гнезда, поедая их яйца. В целом рацион сильно зависит от поры года. В конце лета и осенью зверьки собирают шишки в свои кладовые. В качестве кладовок используются пустые дупла, трещины в коре больших деревьев и земляные норы, достигающие до 1 метра в глубину. Некоторые из них исправно заполняются продуктами на протяжении многих лет. Благодаря этим запасам животные получают достаточное количество питательных веществ в течение всей зимы и весны. Грызуны часто мигрируют, если запас пищи на проживаемой территории снижается. Красные американские белки – хорошие пловцы, и перемещаясь, им часто приходится переплывать целые водоемы. Врагов у красных белок предостаточно, ведь на них охотятся многие звери и птицы. Главные естественные враги – это рысь канадская, американская куница, серая лисица, красная лисица, волк, ласка, ястреб-тетеревятник, большая рогатая сова, красный ястреб, а также американская ворона и другие. Половая зрелость наступает в возрасте 9-12 месяцев. Брачный период начинается ранней весной и в зависимости от климатических условий длится с конца февраля до начала августа. Как правило, самки приносят детенышей 1 раз в год. Беременность длится от 30 до 40 дней. Перед родами самка сооружает гнездо в дупле или подземном убежище, выстилая его сухой травой или мхом, после чего на свет появляется от 1 до 5 бельчат. Бельчата рождаются слепые, маленькие и без шерсти, весом около 10 грамм. Белки могут иметь сразу несколько гнезд. Самки часто переселяются из одного убежища в другое, перетаскивая вместе с собой и бельчат. Детеныши питаются грудным молоком примерно до 70 дней. При нормальном кормлении они быстро прибавляют в весе примерно 1,5 грамма в сутки. Через 42 дня после рождения бельчата уже начинают выходить из гнезда. А когда им исполняется 125 дней, они уже становятся достаточно взрослыми и самостоятельными. В дикой природе красные белки живут до 7 лет, но большинство погибают прежде, чем доживут до года. Например, в Канаде этот грызун долгое время считался ценным пушным зверем, а его мех использовался для изготовления одежды. Красная белка также имеет большое экономическое значение для Канады и тоже за счет своего меха. Ведь продажа беличьих шкур дает государству до 10 миллионов долларов в год. Сейчас его отстрел производится лишь в нескольких регионах страны. Ежегодно отстреливается около 3 миллионов зверьков. Их уничтожением занимаются в основном фермеры, видящие в них грозных сельскохозяйственных вредителей. Значение красной белки для экосистемы играет очень важную роль. Так как эти грызуны делают запасы семян, то иногда семена остаются невостребованными. В этом случае они прорастают, что способствует обновлению леса. Молодые деревья активно растут, так как в тайниках находится много эктомикоризных грибов, которые являются очень питательными для корней деревьев. В настоящее время красная белка широко распространена в большей части континента, и особых проблем с ее численностью нет.
Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.